Конечно, окунувшись в творчество Димаша, видите, я выучила, как надо говорить правильно. Вот, мне хочется увидеть это вживую. Увидеть, как он оперирует. Причем не апеллирует, а именно оперирует. А тут, видимо, Димаш настолько приучил свою публику к эстетике звука, что публика действительно хочет анализировать. Она хочет понимать. То есть я могу отметить, что поклонники Димаша гораздо более интеллектуальны, нежели некоторые ряд фэнского сообщества, с которым мне удавалось встречаться. Я вот, подписана на его Инстаграм. Мне, знаете, что вот единственное очень жалко. Он постоянно уставший. У него как ни фотка, он очень хочет улыбаться, но у него синяки вот такие, человек джобовый, ежедневно, много, упорно, упористо. И не потому, что, знаете как, не потому, что ему кто-то там над ним с плеткой стоит. У него такой стержень, он по-другому не может жить. Но это все отражается на его молодом лице. Ощущение, что он уже просто вот иногда, говорит, я смотрю его там сторки или еще что-то, и мне хочется, чтобы он выспался. То есть я понимаю, что он работает столько, да, в музыке, он очень сосредоточенный, мало таланта. Он мог родиться в какой-нибудь занзибарской тоже пустыне, и никто бы не узнал о его эластичности, его прекрасных складах. Мало таланта. Он родился в то время, в то место, окруженный теми людьми, да, которые слушали классическую музыку. Например, если бы он в панке рос, понимаешь, ему бы это все не пригодилось, опять-таки все. То есть сколько стечений обстоятельств такое бывает. Потому что был Моцарт, был Пушкин, там, не знаю, был Ломоносов. Так получилось. Рождаются гениальные люди, и здесь нет смысла ни им завидовать, есть смысл у них поучиться чему-то, да, на твоем уровне развития. Но вот так сошли звезды, стечение обстоятельств, семья, это дом, еще очень важный момент, стержень. Мало иметь талант, это всего лишь 30%. А вот стержень, с которым ты его разрабатываешь, то, как ты жмешь зубы, ну, каждый день, потому что, даже мне ребята там писали, что не был его путь устлан розами. В каком-то смысле, простите, все-таки был, потому что как бы вот оно четко шло, его вели люди, они помогали ему. Но то, что было тяжело, кто же отрицает? Конечно, тяжело, да. И это конкурсы, это нервы, это потные ладошки, прости господи, постоянно, да. И это труд, это развитие, это поиски. Очень важный момент, стержень. Стержень, в котором он идет. И ура, что у него есть этот нарциссизм, ура, что у него есть азарт постижения своего голоса. Да, азарт, когда он постоянно выискивает, как еще взаимодействует с публикой. То есть тончайшая природа, помноженная на работоспособность и помноженная на условия, в которых он оказался. И ура, этот гений. Мы с вами же не можем сказать, сколько таких уникальных гениев погибло в лесах Австралии. Кто даст? Или, понимаете, или, например, у нас в глубинке где-нибудь тоже мог родиться такой мальчик, но у него не было такого культурного окружения. А может быть, он ходит где-то в глубинке? Да, абсолютно. Строит. Ходит, понимаешь, что у него там, это с утра на завод, потом водоньки и так далее. Это, там другие интересы. Это же так круто. Я говорю, я поражаюсь именно того, как оно все совпало. Да, как это прям сошлось в одно, воедино. Так что здесь такая штука. А давай тогда затронем такую философскую тему. Получается, Димаша можно тоже рассматривать как определенного посланника, который именно вот оказался в этом времени. Может быть, есть еще какая-то серьезная миссия за этим всем для человечества? Слушай, ну почему нет? Потому что, знаешь как, ну, мне кажется, если честно, я так думаю, что каждый человек несет какую-то определенную миссию. И есть люди, которые, да, это не снобство, да, ни в коем случае. Есть люди, которые несут это на научном, да, там они что-то разбирают, там вычисляют формулы. Кто-то в бизнесе, а кто-то в искусстве и в культуре. Мы, надеюсь, уже отходим от того понимания, что деятели искусства – это клоуны, да, что это хлеб и зрелище, исключительно развлекательное. Но это такие еще камертоны, да, которые настраивают общественность на
определенный резонанс на культуру, да, на состояние души, которые мотивируют других людей, да, опять-таки, встать, идти, жить, улыбаться, работать и так далее. Потому что музыка вообще, она, собственно, на это и направлена. Не на дестрой. Да? Тот же Димаш, он все-таки, красота его тембра, она позволяет, причем, смотрите, там нету, он настолько здорово попал сюда, там нету возрастных категорий. От самого маленького ребенка, который будет, ух ты, круто, заканчивая там 70-летними, потому что они слышат, да, опять-таки, то, что им было когда-то привычно. Плюс множим это совершенно феноменальную внешность. Значит, надо было так повести, да? Сейчас прям полсекундочки, просто сейчас урок уже начнется. Алишка, прям 1 секунду, сейчас тебя, да, призову. Вот, феноменальная совершенно внешность, что и барышни от 18 до 30, там, до 40, до 50, тоже, понимаешь, не голосом, так хоть позырить-то на красоту. Какова красота? Ну, какова красота? Вот. И, конечно, его миссия, да, это и просвещение, потому что его голос будет цеплять гораздо больше. Например, рок-музыканты, мы более узконаправлены. Мы такие «Яй-яй-яй!» И от нас раз, часть поколения взрослого такая «У-у-у». Дети такие «Нет, нам лучше Моргенштерн!» Да? А у него есть такой конек захватывать практически любые пласты. Вот. И да, я думаю, что его миссия именно в вычищении ушей и Класс. как это, прививки искусства, да, это побольше, чем просто, да, какое-то шоу. То есть в основном считается, что песни орать может любой человек. И вот как раз такие люди, как Димаш, они являются доказателями того, что это наука практически. Я говорю, поэтому мне дико нравится, что он так оперирует этими звуками. То есть мне нравится прям слово «операция». Да, у меня как бы очень много знакомых хирургов. Вот. Он очень тонко каждый шов очень красиво оформляет. Здесь вскрыл, здесь добавил и так далее. Вот для меня это является искусством. Поэтому, когда тоже говорят, что у Димаша нету там много своих композиций, он там каверщик, я считаю, что он великий чтец уже. Мы берем песни, великие песни, и перечитываем их. И то, как он это перечитывает, это очень круто. Да, бывают люди, которые не пишут тексты. Это совершенно офигенно. То есть ненавижу тоже это понятие. Если ты не пишешь песни, ты не вокалист. Если ты поэт, ты тоже не вокалист. Что это за бред вообще путать? Поэтому я надеюсь, что следующий виток нашего искусства – это то, что музыканты, все-таки вокалисты, имеют право на мозги. Слушай, я понимаю, что у тебя тоже время, да, подходит к концу? Да. Можно мне последний вопрос? Да. Я не знаю, такая острая, горячая тема. Не знаю, ты, если в курсе, у нас получится. Если меня. Нет. Сейчас новая песня готовится. Написал музыку Игорь Крутой, слова Игорь Николаев. Крутой в своем инстаграме выложил кусок, где он исполняет часть партии. Ты слышал или нет? Нет, к сожалению, нет. Нет, ну ладно. Тогда это может быть это мы для следующей серии эфира. У нас, я думаю, что просто разгорелась история с плагиатством, о том, что вроде как там что-то сплагиачено и чуть ли не нота в ноту, а мы-то люди не профессиональные, и для нас это вообще вот понятие плагиат, что считается плагиатом, и вот потому что я знаешь, что я тебе скажу насчет плагиатства и так далее. Вообще у нас уже давно у нас, там, где 7 нот, простите, любая песня сплагиачена. Вот смотрите, есть прекрасная такая песня, да? Сейчас. Ты прости меня, любимая, помните? Дальше читаем. Даже аккорды не поменены. Пожалуйста, там нельзя. And she will be loved, and she will be loved. It's too late to apologize. It's too late. Так получилось, что у нас
7 нот. И мало того, есть определенные секвенции и последовательности аккордов. И, к сожалению, или к счастью, музыки так много. Да, это раньше были там 10 опер, выпустили в 10 театрах, не слечишь. А сейчас цифра. Люди думают одинаково, так получилось. А тем более такие маэстро, как Крутой Николаев, у них есть свой стиль. Вот как ты от него уйдешь? Опять же, что ты, опять-таки, тому же Пушкину скажешь, что у тебя, дорогой, половина стихов сплагиачены, потому что слова одинаковые? Закон языка. Тут то же самое. Я думаю, что Димаш разукрасит ее так, что от плагиата не останется следа. Так что будем ожидать. И вот, с вами... на этой прям позитивной ноте мы с вами говорим спасибо за эту беседу. Вот. Спасибо вам, пацаны, тоже. С нетерпением будем ждать твои выпуски, потому что прям Алла... В эту среду будет Алла Борисовна, и через неделю будет Димаш. Супер. Ну и, разумеется, если будет желание, мы с удовольствием соединимся снова и обсудим еще какую-то интересную... Давайте, с удовольствием. Супер интересный собеседник. И если все отлично, и если ты созреешь, то 5 декабря в Москве на Песне года будем ждать. Класс! Мне надо с вами будет списаться, и, может быть, я даже с вами затулюсь как-то в компании, чтобы не одной. С удовольствием. Все, да, спасибо вам большое. Пока-пока. Пока, ребята. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».